Всем привет, я Наталья Шульга, нутрициолог, ароматерапевт, парафармацевт. В этом видео я расскажу все об эфирном масле орегано. Орегано известно у нас как душица, многолетнее растение, губоцветное, которое растет в очень многих странах, неприхотливое, покрывает горы, равнины, разные поверхности суши. Орегано известно еще с Древней Греции. Первые целители уже начинали использовать эту шикарную по своему химическому составу траву для того, чтобы поднять антиоксидантную защиту, остановить воспалительные процессы, поднять иммунитет всего тела, поработать с дыхательной системой, с пищеварительными системами и, конечно, в кулинарии. Эфирное масло орегано добывается методом паровой дистилляции. Это значит, что собирается растение, листья, стебли и погружаются в большой жбан, потихоньку нагревается на небольшой температуре и вместе с парами, с водой эфирное масло выделяется из растения душицы или орегано. Чтобы начать разбирать химический состав, нужно, конечно же, вспомнить латинское название, чтобы мы говорили об одном и том же. Ореганум вулгаре. Oregano. Именно с таким названием мы будем дальше работать. В составе находится до 80% фенолов, и в большинстве своем это карвакрол, 75%, тимол, и, конечно, здесь есть монотерпены, сексвитерпены. Орегано является самым сильным антисептиком, самым сильным природным антибиотиком по такому уникальному составу. Аналогов такой концентрации карвакрола и фенолов в цельной группе мы не встретим ни в одном эфирном масле. И этим, конечно, нужно пользоваться по разным назначениям. Ну, конечно, нужно учитывать, что орегано содержит также большое количество кетонов. Эфирное масло действительно очень горячее. И просто так капнуть на ладони, растереть, приложить к лицу и вдохнуть через свой собственный диффузор эфиры не получится. Даже не пытайтесь это сделать. Масло настолько горячее, что с ним нужно очень грамотно уметь работать, чтобы получить максимум пользы. Итак, что же мы хотим от орегано? Ну, кроме того, что это прекрасная специя по аромату, которую можно включать в диффузоры, действительно наслаждаться ароматами Италии и очень хорошо поработать с своим аппетитом, с объемами порций. Что делает орегано на химическом уровне в нашем теле? Во-первых, это очень хорошая работа со всеми воспалительными процессами, онкологией в том числе, самыми деструктивными проявлениями в наших клетках. Более того, это очень сильное воздействие на нашу психику. Если мы вдыхаем аромат орегано, мы перестаем срываться на сладкое, мы перестаем делать компульсивные переедания, буквально зажоры останавливаем. И, в принципе, деструктивные привычки очень хорошо останавливаются, используя эфирное масло орегано. Эфирное масло орегано запускает обмен жиров, очень хорошо снижает плохой холестерин, липопротеиды низкой плотности, также работает как сильнейший антидепрессант и буквально встряхивает каждого из нас. Если были какие-то стрессовые провалы эмоциональные, если паттерны деструктивного поведения вас преследуют, то, конечно, зажоров на ночь до чувства жалости к себе, вот это ощущение жертвы, орегано справляется с такими состояниями лучше всего. Итак, что с ним можно делать и как его применять? Самый лучший способ применения ингаляционно – это капнуть капельку в диффузор. Прекрасно сочетается со всеми эфирными маслами пищевыми, особенно с цитрусовыми. Орегано, лимон – это просто самая лучшая парочка, где лимон смягчает действие орегано. Но самое прекрасное, что вы получаете шикарные ароматы, которые работают как раз с нашим психоэмоциональным состоянием, запускают иммуномоделирование и дают очень хороший ответ на все клетки. Второй способ применения – это наружный. И, наверное, это самый частый способ применения орегано, поскольку сильнейший антисептик работает буквально секунда в секунду, и иммуномоделирование происходит как раз через кожу. Самое главное – уметь его использовать.
Чтобы снять жгучее воздействие орегано, нужно, конечно, его хорошо разбавить в базовое масло. Если основные эфирные масла мы разбавляем в пропорции 1 к 10, это терапевтическая доза, то знакомство с орегано можно начинать в пропорциях 1 к 20. Что можно и что делаю я в своих домашних процедурах? И вы получите шикарное воздействие на все наши клетки. При первых признаках простуды вы разбавляете орегано. Любое косметическое растительное масло, лучше всего подходит кокосовое фракционированное, без запахов дополнительных. Можно взять жожоба, масло зародыша пшеницы, миндальное. Все, что есть дома, все пригодится. Единственное правило, чем плотнее масло, вы даже оливковое можете использовать, если нет ничего под рукой, тем больше нужно добавить эфирного масла. Итак, при первых признаках простуды вы в ладони в базовое масло капаете эфирное масло орегано, растираете и наносите на стопы. В стопах нет жировой прослойки, и очень быстро эфиры проникают через кожу и заходят в весь кровоток, останавливая воспалительные процессы за минуты. Более того, вы очень хорошо согреетесь, вы прочувствуете вот этот прилив сил, используя орегано на стопы. И учитывая, что это очень сильная специя, вы получите также эффект заземления. Когда нужно найти корни, когда нужно на что-то опереться, вот такая конкретная, серьезная база есть в маленькой небольшой бутылке и каждой капле орегано. Плюс в таком разведении можно использовать на проекцию легких и стимулировать обменные процессы в дыхательных путях. Это грудь и спина. Конечно, если вы получили сильнейший насморк, воспалительные процессы в виде гайморита. Самый тяжело больной в мире человек. Я самый тяжело больной. Мы помним, что орегано – это сильнейший антисептик, и в хорошем разведении познакомьтесь 1 к 20, можно дозировки чуть-чуть сократить, чтобы вы дошли до концентрации 1 к 10. Главное, чтобы не обжигало. Вы можете наносить на пазухи носа, на переносицу и действительно дышать уже с ладоней. Вот тогда орегано будет попадать в дыхательные пути и делать свое дело, не обжигая слизистые оболочки. Но больше всего мне лично, как нутрициологу, нравится использовать орегано в разных протоколах при работе с нашим кишечником. Патогенная флора в кишечнике может, конечно, давать сбои в иммунной системе. И весь бактериальный фон, вирусный фон очень хорошо останавливается за счет внутреннего приема орегано. Теперь вы спросите, а как же его применять внутрь, если даже наружное применение столь серьезно заставляет нас сфокусироваться на вот этой концентрации? Рассказываю. Нам нужно сделать так, чтобы капля орегано не прошла напрямую через пищевод, а попала сразу в кишечник. В тонкий кишечник, в толстый кишечник, где мы и будем работать с патогенной микрофлорой, не затрагивая здоровую микробиоту, как это делают привычные фармакологические антибиотики. Орегано в составе, мы помним, содержит карвакрол, и карвакрол по клиническим данным на 1-2% может затронуть здоровую микробиоту, убирая на 99% все патогены. Привычные нам антибиотики затрагивают полностью и патогены, и здоровую микрофлору на 90-95%. И тогда, конечно, мы вынуждены пить пробиотики после, проходить курс восстановления микробиоты. Вот с орегано такого нет, но нужно правильно ввести его в организм. Как это делается? Есть прием, который пришел из ароматерапии Франции. Берется таблетка активированного угля, только такого, чтобы он был очень плотный и не крошился в руках. Капается 1 капля орегано, запиваете водой после приема пищи, лучше это сделать в утренние часы, и тогда есть возможность доставить каплю орегано, удерживаемую в как раз этой самой таблетке активированного угля, до тонкого кишечника, там, где начинается наш иммунитет. В компании доTERRA есть специальные кишечно-растворимые готовые капсулы, где будет и орегано, и чайное дерево, лимон, мята. Мы еще с этим познакомимся. Вот эта капсула настолько твердая, что она уверенно заходит в кишечник, тонкий и толстый, и там начинает свою благостную работу. Что же можно делать с орегано в таком применении? Какие задачи решать? Ну, во-первых,
Да, это работа с патогенами. И именно орегано начинается вся глубокая чистка организма без затрагивания иммунной системы, без провалов, с очень хорошим иммунным моделированием. Все детокс-программы начинаются с орегано. Орегано также входит в антипаразитарные протоколы. И здесь, конечно, нужно подбирать дозировки. Детям, например, до 6 лет внутрь орегано не стоит пить. И даже внешнего нанесения на проекцию кишечника, внутренних органов уже достаточно, чтобы запустить антипаразитарный процесс без каких-либо последствий, с очень хорошим поддержанием иммунной системы человека. Потому что, как правило, проблема не в паразитах как таковых. Они очень довольно быстро выходят из нашего организма при правильной работе. Но самое неприятное, что происходит, это высокая степень токсичности на весь организм. Когда патогены и простейшие начинают буквально бороться за свою жизнь и очень серьезно вызывать вот такое отторжение всего организма, может быть головокружение, тошнота. Но с эфирными маслами такого не происходит, особенно в хорошем миксе, и начинается все, конечно, с орегано. Плюс папилломавирус человека решается напрямую с орегано. Это очень сильный антибиотик, антисептик. И что с ним делать? Если вы по телу видите рост папиллом, первое, что нужно сделать, это взять зубочистку, накрутить небольшое количество ваты на конец, буквально опустить этот конец в бутылочку в чистом виде, дотрагиваясь только до самого новообразования, обрабатывая только его, не касаясь кожи. Вы это делаете утро, день, вечер в течение пары недель. За 2 недели, как правило, все отваливается буквально само, кожа начинает расцветать в этом месте, не вызывая каких-то ожогов, главное очень точечно наносить. Но если папилломы возвращаются повторно, значит точно нужно пропить короткий курс орегано внутрь. И вы получаете шикарный эффект, вирус папилломы уходит из вашей крови. С этим нужно точно работать, поскольку любые новообразования, и в первую очередь папилломы, это первый шаг к онкологии. Никого не пугаю, просто если мы видим, что в теле начинают хаотично делиться клетки и вдруг что-то вырастать там, где не должно быть, хорошо бы с этим поработать и все убрать. Ну, конечно, если говорить про детское здоровье и наш иммунитет, то в разном возрасте могут появиться бородавки, шипицы. Вот с такими задачами, казалось бы, косметическими, лучше всего работает орегано. Вы точно так же наносите точечно на сам очаг. Вы точно так же наносите точечно на саму бородавку или шипицу в самый центр. Орегано 3-4 раза в день. И достаточно пары недель, чтобы увидеть, как вопрос быстро начинает решаться безвозвратно. Почему? Потому что орегано – это сильнейший иммуномодулятор. И по ходу, пока вы убираете бородавку или шипицу, решая косметическую задачу, вы моделируете иммунитет свой или иммунитет ребенка. И получаете очень хороший эффект оздоровительный на все тело, на все клетки. Самое главное, что мне хотелось бы добавить в этом видео, не терпите фоновые заболевания. Если вы привыкли жить какими-то косметическими недостатками, это не значит, что это норма. Убирайте их как можно быстрее, чтобы ваш организм расцветал, а не тратил большое количество сил на борьбу с некими деструктивными проявлениями, как межклеточного обмена, так и нашего психосоматического состояния. В этом варианте орегано самый лучший помощник. Это один из моих любимчиков в эфирном мире, и я обожаю применение орегано на стопы, использую и ингаляционно, вдыхаю, ну и, конечно, работаю с респираторной. Если нужно остановить сильный насморк, простимулировать иммунитет, ну и, конечно, любые высыпания на теле, особенно на спине, если есть какие-то обменные процессы и нарушения, с такими нарушениями орегано справляется лучше всего. Ну, конечно, нужно помнить, что любое применение орегано будет попадать в десяточку и решать вопросы, если это стандарт высокого качества, если это CPTG класс. Тот самый терапевтический класс, с которым работают все ароматерапевты мира,
Вы можете видеть на своей бутылочке орегано как раз ту самую маркировку, это аббревиатура, которая очень хорошо помогает разобраться, качественное у вас масло или нет в руках. Плюс орегано будет иметь зеленоватый оттенок и, конечно, очень терпкий пряный аромат. Такой аромат, с которым нужно еще познакомиться, договориться. Это говорит о том, что да, у вас в руках надежный инструмент, с которым можно работать и патогенную флору убирать, и шипицы будут уходить. Главное знать, что вы опираетесь на нужный стандарт качества. Именно поэтому вы можете оставить свои контакты здесь, в этой форме, если хотите найти такое масло и узнать, как я его покупаю по самой хорошей цене. Плюс к покупке этого масла, конечно, я дам протоколы использования, потому что это очень жгучий эфир. Его категорически нельзя наливать в глаза, в уши. Работать со слизистыми оболочками напрямую. Обязательно нужен проводник или тот проводник, который доведет эфир до нужного места, или с базовым маслом в хорошем разведении. Итак, сегодня мы разбирали эфирное масло орегано, как его использовать, химический состав, как применять, по каким задачам. В следующих видео я познакомлю вас с другими эфирными маслами, чтобы все задачи были решены комплексно. Добро пожаловать в этот прекрасный, здоровый эфирный мир.